Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. С вами Николай. Луна! Луна убежала, слышала? Сейчас прибежит назад. Не прибежит. В общем, у меня сегодня выходной день, и я хочу пойти погулять с собаками. Я всегда стараюсь их выгуливать в выходные дни. Обычно, конечно, они у меня ходят на пеленку дома. Я рассказывал про уходе за ними, как они у меня живут. Но всегда я также стараюсь их выгулять, когда у меня есть возможность. Вот сегодня мы пойдем на прогулку. Наша цель дойти до парка. И пока будем идти, я хочу заснять прогулку. Они у меня будут идти на поводке до парка, потом я их отпущу. И пока иду, расскажу вам, так сказать, что вижу, то пою. Да? То есть какие-то моменты, немного про город, может быть, про растения что-то. И вообще в целом про жизнь на Канарских островах. Все, что придет в голову, о том мы поговорим. В общем, всем, кому интересно, присоединяйтесь к нам. Сейчас я пойду их собирать. Сейчас я вам, смотрите, покажу. Смотрите. Vamos de paseo? Vamos de paseo? ¿Quién quiere ir de paseo? Ir de paseo означает идти на прогулку. ¿Quién quiere ir de paseo? Luna, ¿quieres ir de paseo? No, ¿quieres ir de paseo o qué? Vamos de paseo? Буду их собирать на прогулку и пойдем вместе. ¿Quiere ir de paseo? ¿Vamos de paseo o qué? ¿Queréis? Vamos a vestirnos. Я говорю, пойдемте одеваться. Нам же нужно теперь одеться. Vamos de paseo. Так, здесь у нас это мой рюкзак для походов на тренировки. Это нам не надо, у них еще есть свой рюкзак, они его узнают. Прекрасно они его знают. Луна вон вся на эмоциях. Кстати, две абсолютно одинаковые собачки. Да, в том плане, что две чихуахуа, но абсолютно разные. Тут у них есть их шлеечки, которые им надо надевать. Луна, ты хочешь идти на улицу? Они меня понимают только по-испански. Vamos de paseo o qué? ¿Quién quiere de paseo? Ладно, не буду их больше томить. Буду их наряжать, подготавливать к прогулке. И так они нарядные. Буду я их вести на поводке. У меня один поводок обычно для них, когда я с ними гуляю. Если я гуляю один, то они у меня идут на одном поводке. Луна, не может сдерживать свои эмоции? Не может сдерживать эмоции. Кусает Ноу. А Ноа терпение железное. Но Ноа, если она ей надоедает, Луна, она ей тоже может дать хорошо леща. Та потом маленькая летит, только пятки сверкают. Но так она, конечно, грозная собачонка. Луна, пора я. Все, выходим. Бамоно. Вышли на улицу. Вот такая у нас система на прогулке. Такая шлейка. Пойдем в сторону парка. Единственный недостаток, что у каждой из них своя скорость передвижения. Например, Луна, она в целом ходит очень быстро. Она очень гиперактивная. Ей все нужно понюхать, все нужно посмотреть. Да, каждую, так сказать, описанную стену понюхать обязательно. Ну, приходится им как-то между собой уживаться в этом плане, когда я их выпускаю, потому что свободно я их, конечно же, вы что увидите, да, здесь дорога. Смотрите, какая шифлера огромная возле подъезда растет. Шифлера, кактусы. Давайте я пока с ними иду спокойно. Покажу вам немного здесь у нас, что растет возле дома. Немного сансеверий, красулы, кактусы. Смотрите, юка большая. И вот здесь, смотрю, делается какой-то ремонт, по всей видимости. Красят фасад данного дома. Частое явление, ремонтные работы. Но здесь растения, кстати, смотрите, засох у них цикас. Жаль, конечно, такой красивый был. Огромный кактус. И вон там еще огромный кактус тоже. Давайте покажу. Раз уж гуляем. Смотрите, какой тоже. Такие клумбы у нас. А пальма засохла. Мне говорили, что это не пальма, а сиговники. Так, ладно. Идем. Здесь баки. Баки здесь всегда у нас это для обычного мусора. Это для пластика желтый, зеленый, для бутылок. Еще есть голубые для бумаги. Тут фасад красят. Сейчас мы с вами аккуратно пройдем. И буду я переходить дорогу, и мы будем идти. В светофорах они у меня приучены всегда бежать быстро. Поэтому сейчас вот они стоят, ждут, что мы будем переходить здесь светофор. И будем мы с вами идти в эту сторону. Возможно, шумно будет из-за машин, но я не надел микрофон. Поэтому, надеюсь, будет не супер как шумно. Это они вот такие собачатки в нетерпении, в ожидании. Эта улица вниз, эта улица ведет к океану, а эта улица ведет к парку, к которому мы идем. Так, сейчас пойдем. Подожди, espera, no, espera. Так, все.
но на пешеходных переходах, но привыкла с детства перебегать всегда очень быстро. У нее начинается просто истерика, ей надо быстро перебежать пешеходный переход. Тут ее любимые пальмы, которые она любит понюхать очень сильно. Всегда. Луна, кстати, вот абсолютно равнодушна к пальмам, абсолютно равнодушна в целом к запахам. То есть ей сильно неинтересно. Ваму? А вот Ноа, я как уже сказал, Ноа должна понюхать обязательно каждую цикушню, так сказать, чью-то. У нас, кстати, здесь в Лас-Пальмас конкретно, после того, как собака пописает, нужно обязательно ей побрызгать водой на то, что она пописала, да? Ну, конечно, люди разные. Кто-то более цивильно. Давайте я буду показывать такие красивые виды, потому что, вот видите, тоже граффити эти бестолковые создания портят, так сказать, стены. Вместо того, чтобы рисовать какие-нибудь в своих блокнотах, рисуют на фасадах домов. Тоже такая есть проблема. Как с ней не борются, все равно какой-то остолоп обязательно должен что-то написать, свою роспись оставить. Поэтому... Так, район, кстати, это район город Сад. Мамус. Мы идем, вот они здесь бегут, мои собачата. Стараюсь их по возможности выводить, чтобы они гуляли. Можно даже немного ослабить им веревку. Она, видите, вот такая система, что ее можно притормозить, можно припустить. Но так как я сейчас концентрируюсь еще и на съемке, мне лучше их покороче вести, потому что здесь у нас также пешеходная дорожка. Не пешеходная, а велосипедная. То, что покрашено красным цветом, это велосипедная дорожка. Да, уж не знаю, как будет звук, честно сказать. Уж больно шумно. Больно шумно. Это район город Сад. Это бывший стадион, который в свое время переделали. Возможно, надо будет нам идти через город Сад. Вы знаете, до парка. Я хотел вас провести по этой зоне, потому что здесь очень много красивых домов. Такой тоже богатый район. Много особняков такого плана. Ну, не особняков, а просто красивых больших домов. Но, по всей видимости, не получится, потому что будет слишком шумно. Наверное, так. Сейчас дедушка пройдет. Наверное, так будет удобнее идти по этой зоне. Давайте, тут есть такая лестница, по которой можно спускаться. И мы сейчас пойдем. Заодно заглянем немного на стадион. Единственное, на стадионе нельзя выгуливать собак. Вот они бегут, мои собаки. Кстати, вот на этих деревьях, покажу сейчас тут пальмы, на вот этих деревьях созревают плоды. Кто знает, кстати, может напишет, что за дерево. На них созревают плоды и прилетают сюда большие зеленые попугаи. Но не прям большие, но больше, чем волнистые, да, в 2 раза. И они кушают эти плоды. То есть им очень нравятся они. Сейчас плодов нет, попугаев нет. А нет, плоды есть какие-то, совсем немного. Давайте поднимемся немного, я вам покажу. Вот видите, вон там они висят, эти плодики. Не знаю, видно, нет? В общем, там они висят. И они их едят. Сильно не ругайтесь, пожалуйста, за качество изображения сегодня. Это такое спонтанное видео. Да, просто меня неоднократно спрашивали погулять по району. Вот я гуляю с собаками. Просто как в компании друзей мы гуляем, поэтому не судите строго, если какие-то моменты не очень хорошо видны. Да, и лучше, наверное, идти здесь, потому что, видите, здесь нет такого количества машин. И не будет, соответственно, такого шума. Так как голос я записываю сверху. Смотрите, какие клумбы. Какие красивые. Ноа, ¿qué te pasa? Смотрите, какая красота. Все в цветах. Так вот, это раньше был стадион футбольный. И потом его построили другой стадион. И, соответственно, этот уже был не нужен. И, знаете, его переделали просто как зону отдыха. Здесь на верхней части часто просто отдыхает молодежь. Внизу есть... Мы сейчас посмотрим. Видите, даже оставили вот эти сиденья, грубо говоря, которые были для болельщиков. Не сиденья, а такие зоны. Мы сейчас спустимся, зайдем немного. С собаками туда нельзя. Но мы аккуратно посмотрим. Не будем сильно далеко заходить. В общем, и там есть зона, где можно поиграть в футбол для детей, да, именно есть зона с качелями с разными. Есть просто зона отдыха, там растения, газоны. Вот вы можете видеть, да, немножечко. Давайте отсюда заглянем. Или лучше нет, давайте дойдем до двери, я вам там покажу. И мы пойдем с вами дальше. Кстати, вот тулипану африкано, очень красивое дерево. Смотрите, покажу вам вот цветы. Как цветет красиво. Да, посмотрите, какая роскошь. Так, чикас, вамос. Они еще у меня периодически, сейчас переверну, они же крутятся, особенно Луна, такая вертлявая. Да нельзя, просто вертлявая. Ноа очень спокойная, но Луна, причем Ноа научилась у Луна тявкать. Ноа, когда жила раньше одна или с кошкой, когда у меня была кошка, она совершенно не гавкала. Сейчас же она гавкает не сильно, но научилась. Когда я прихожу домой обычно,
они у меня радуются. Они не сильно гавкучие собачки, в том плане, что не задалбывают, да, постоянным гавканием каким-то. Но все равно периодически стали гавкать. Какой-то агрессивный пес, надо аккуратней. Как-то он прям так неадекватно идет. Вот он там увидел, что ему явно не понравился. И он прям агрессивничает. Так, давайте пойдем в парк. Смотри, снова они у меня заворачиваются. Давай, идите, впереди. Они очень любят камеру, я заметил. Когда я иду вот сейчас с камерой, это просто невозможно. Они не хотят идти впереди. Так они обычно, они всегда идут у меня впереди. Но сейчас, так как у меня здесь камера с собой включена, давайте мы зайдем до сюда. Мы не будем заходить дальше, так как нельзя, я говорю. Просто покажу вам, что здесь пальмы растут. Да, вы видите, такая зона. Есть навесы, то есть там есть такие стулья, которые можно брать, садиться. Там есть зона для детей, игровая. Это раньше был стадион. Из этого стадиона вот что получилось. Да, такая зона. И вон там до сих пор видны, как я уже сказал, эти сиденья, где раньше сидели зрители, когда были матчи. Там видны эти дома красивые. И вот такая зона. Ладно, будем выходить и пойдем двигаться в сторону парка, потому что я хочу отпустить, чтобы они могли побегать спокойно. Как я уже сказал, в каждый свой ритм. Vamos, venga. Vamos, это пошли по-испански. Почему они у меня говорят только по-испански? Не знаю, это как я живу в Испании, и все-таки удобнее, да, на улице, чтобы понимали люди, если какая-то команда я произношу. Так, сюда. Если какую-то команду я им произношу, чтобы тоже номер... Может быть разная ситуация, так как я иногда гуляю не один, и друзья приходят, еще что-то. То есть животные лучше, чтобы их понимали все. Да, чтобы они понимали все команды. Вот видите, ну а каждый описанный этот. Vamos, ну а я им даю, конечно, понюхать, но не так, что прям чересчур, да, чтобы они все это нюхали. Поэтому будем идти. Сегодня хороший день, выходной. Я говорю, всегда бегут впереди меня. Вот сейчас несу впереди камеру. Я думал, они будут бежать впереди, а я буду рассказывать. Нет, они бегут за мной. Особенно Ноа, она терпеть не может камеру. Поэтому часто, когда меня спрашивают, Николай, давно вы не показывали своих собачек, еще что-то. Они просто, когда я достаю камеру снимать какое-то видео, они просто растворяются. Особенно Ноа. Ноа вообще не любит. Когда камера, только камеру я убираю, то, наверное, все-таки на каком-то уровне у них, наверное, по энергетическим этим понятиям. Смотрите, sus guerras nuestros muertos. Их войны наши мертвые. Так оно и есть. Написано на граффити. Смотрите, так улица. Это мы идем в сторону города Сада. И бегут эти две маленькие. Вот сейчас бегут немного впереди меня. Коротышки. Они, кстати, очень хорошо ходят. Они, в принципе, молодые, но 4 лет еще нет. Луна только 2. Поэтому они молодые, да, они хорошо бегают, то есть любят ходить на прогулки. Машины, как ты не чувствуешь шум? Не чувствуется шум, когда ты ничего не снимаешь. Просто идешь по улице, его не замечаешь. Но когда ты снимаешь видео, прям вот этот каждый мотоцикл, это просто такая бомба шума. Просто какой-то взрыв какой-то, да? Так, мы сейчас здесь с вами перейдем. Здесь не нужно переходить по светофору. Здесь просто пешеходный переход. Так, переходим. Это не бегут. Чиуавахи. Переходим. И идем в более спокойную зону сразу, чтобы можно было гулять комфортно. Потому что иначе мы с вами при таком шуме не погуляем нормально. Здесь раньше в этом районе был неплохой цветочный магазин, который закрыли. В этом самом здании, от которого мы сейчас с вами проходили. Так, здесь светофор, здесь надо подождать, пока загорится зелененький. Вот видите, общий вид. Хороший район. Знаете, я всегда жил в больших городах. Не всегда. Я родился в маленьком городе на юге России, в Ставропольском крае. Но потом я в 17 лет уехал в Москву. И мне очень нравился этот мегаполис, такой огромный город. И потом я, когда переехал в Испанию 10 лет назад, я жил в Барселоне. Она мне казалась маленькой по сравнению с Москвой. Я думал, боже мой, такой маленький город Барселона. Там около 3 миллионов человек. Но когда я переехал на остров, здесь около 300 тысяч человек у нас в городе. То есть, нет, 300 с чем-то, 330, по-моему, тысяч. Сейчас, смотрите, фикусы растут в клумбах. Клумбы с фикусами. А здесь я смогу вам больше цветов показать.
Кто еще смотрит, может кто-то начал смотреть, скажет, неинтересное видео, отключился. Но кто смотрит, посмотрит на цветочки заодно. Так вот, приехав сюда, мне сначала казалось, что это очень маленький город, что здесь совершенно делать нечего. Но вы знаете, сейчас уже живя здесь 4 года, я привык. И мне кажется, что вполне себе неплохое место. Именно для жизни комфортное. Все, в принципе, близко. По острову можно кататься, да, там на машине, даже на общественном транспорте. Смотрите, какие шифлеры. То есть вот такого размера город для жизни сейчас для меня оптимален. Да? Больше, в принципе, и незачем. Единственное, не хватает иногда каких-то культурных мероприятий, таких как хороших театров, спектаклей. Когда я жил в Москве, у меня и сейчас есть моя замечательная подруга Юлия. Мы с ней, она не смотрит мой канал, она не любит растения, но упомянула ее. Мы с ней ходили очень часто, смотрите, какие агавы тоже шикарные. Мы с ней ходили очень часто в театры. У меня мама постоянно нам добывала, она была сколько лет, по 19, по 20. Мама ее добывала нам билеты в театры, и мы с ней очень часто ходили на разные пьесы, на постановки, очень любили, ходили на мюзиклы. Сейчас такого, конечно, практически не бывает, только если еду куда-то, например, в Барселону или в Мадрид иногда я летаю. Крайне редко, но иногда бывает. Тогда я, конечно, стараюсь посетить что-то. Последний мюзикл, на котором я был, это был «Король Лев». Проходила женщина, так умилялась их виду. Кстати, когда они бегут вместе, все думают, что Ноа это мальчик, а Луна это девочка. Потому что Луна, она такая худенькая, при том, что, видите, метаболизм разный. Луна, при том, что кушает, ест даже больше, чем Ноа. Потому что Ноа, они обе стерилизованные у меня. Потому что у Ноа есть заболевание врожденное. Такое заболевание и она начинает задыхаться. Это, можно так сказать, по-русски называется как внутренний чих. Да, то есть она начинает... Кстати, вот там вы можете видеть порт. Все близко. Там порт, контейнеры, которые привозят, кстати, во время ковида. Эти контейнеры было немного жутко смотреть. Вы знаете, как сбиваюсь мысли на мысли. Давайте сначала расскажу про заболевание Ноа. В общем, у Ноа есть такая проблема. Она иногда начинает задыхаться, когда она слишком волнуется, когда у нее слишком какие-то яркие эмоции получаются, да, и она начинает задыхаться. Ей нужно затыкать нос, чтобы она начинала дышать ртом. И тогда у нее эта разблокировка происходит. Я все время думал, что это надо как-то оперировать, но мне сказали, что это не оперируется. И думали сначала изначально, что это какая-то другая болезнь. Так, секунду, я сейчас остановлю камеру, потому что... Нет, не буду останавливать. Просто сейчас так периодически буду поворачиваться, чтобы развернуть веревку, на которой они идут, потому что они со стороны на сторону, со стороны на сторону. Не сильно они дрессированные собачки. Вамос. Еще буду их немного тянуть за собой. Взял, отключил камеру. Почему-то я подумал, что я что-то не туда нажал. Но не надо было отключать. Видите, вот фикус обрезанный. Не видно, да? Солнце сильно светит. Вот дальше еще будут. В общем, снова такая проблема есть. Поэтому изначально я-то думал от нее иметь щенков, но мне сказали, что с такой проблемой лучше щенков не иметь. Потому что могут быть проблемы, да? Так она может там периодически лишается кислорода. Соответственно, постоянно у щенков может быть такая проблема, да, сбоя кислорода. Мне сказали, что лучше ее стерилизовать. Идите по этой стороне. Аверь. Вот переведу только их на одну сторону, они тут же начинают перебегать на другую. Прям как специально. Луна, пораки. Смотрите, какой огромный фикус лировидный здесь растет. Просто мощный. Кстати, его недавно, вижу, обрезали. Он часто плодоносит, этот фикус. Плоды по всему асфальту валяются потом. Оп. О, спараки. Кто-то тоже идет с собаками, поэтому надо будет пройти здесь. Луна. Ну, тоже идет женщина с двумя чихуашками. И вот тоже женщина прошла с собачками. И мои бегут. Луна, кстати, вообще не любит собак. Ноа любит. Вот опять-таки, да, возвращаясь к тому, что они абсолютно разные. Ноа очень любит собак. Она общительна, правда, ее не раз пугали крупные собаки. Да, большие псы, которые видели в ней какую-то возможную жертву, какого-то кролика или еще что-то. Даже несмотря на то, что она была на веревке, пару раз нападали. Ну, не кусали, ничего, так как я был рядом, но нападали в плане, то есть пытались как-то ее, да, схватить. И она больших собак боится, а маленьким она всегда рада. Луна не любит никого. Луна не любит никого. Луна не любит ни маленьких, ни больших собак, ни людей. Вот такая она своеобразная. Она любит только меня, сильно пару моих друзей, которых она уже знает, и Ноа. Кстати, вот вы знаете, у нас обязательно по закону принято, что собирается собака, сходя в туалет на улице, обязательно нужно убрать. Но, вы знаете, цивизм не у всех развит. И даже здесь, где тебя штрафуют, и может остановить полиция, да, и выписать приличный штраф, там евро 300, все равно есть люди, которые продолжают игнорировать это правило
и не собирают собачьи фекалии, так сказать. И все равно идешь, и кое-где иногда даже можно вступить в какие-то какушата. Конечно, в местах, где это вообще не собирается, я представляю, что там вообще как минное поле, где бы ты ни шел. Люди. Так. Бегут мои чихуахи. И мы вот так идем, с ними идем. Сейчас дойдем до парка, и там я их смогу отпустить. Пальмы. Достаточно жаркий день, никак жара у нас не спадает. Постоянно жарко. Постоянно жарко. Вечерами только, знаете, как-то стало посвежее, хоть можно спать, потому что было время, вообще спать было невозможно. Кстати, я говорил про порт, про контейнеры. Так как мы живем на острове, мы полностью, ну не полностью, но в большей мере зависим от поставок по океану. Да? То есть приходится все привозить. А это большой минус, на самом деле, жизни здесь. Потому что, например, я очень люблю авокадо. И у нас авокадо только местный можно купить. Притом у нас выращивают авокадо. Но сейчас на него цена на килограмм в среднем 15 евро килограмм. На континенте, куда привозят авокадо со стран Латинской Америки, килограмм авокадо стоит 2 с чем-то евро. То есть вы представляете, да, разница? У нас стоит 15 евро, а там 2. Вот такая вот несправедливость. И так со многими моментами. Картофель у нас сейчас тоже подорожал, потому что здесь тоже своя экосистема. Картофель должен быть либо местный. Ну, я картофель, в принципе, не особо ем. Но картофель должен быть либо местный, либо какая-то определенная, как это будет называться, сорт картофеля из Великобритании. И вот в этом году в Великобритании проблемы с картофелем тоже. Именно конкретно с этим. И у нас картофель сейчас стоит просто... Я не знаю, сколько там, евро 3, наверное, килограмм. Если раньше он стоил 99 центов, то сейчас он стоит 3 с чем-то евро килограмм. Да, то есть, ну, такие вещи. И вот, как во время коронавируса, так как я живу на высоком этаже, у меня виден порт. Порт, который всегда полон был. Во время коронавируса просто было всего лишь несколько контейнеров. И, конечно, было немного жутковато, потому что, представьте, если собьются, например, поставки, да, никто не знал, что будет дальше. Vamos, venga. Vamos, вот им надо со всеми поздороваться. Их люди сейчас подозвали, они все сразу, внимание к ним, Ноа сразу бежит, хвостом виляет. Всем здрасте, я пришла. Где мне садиться? Пойдем, Бен, por aquí, Луна, por aquí, сиги, ректо. Расслабились немного, начали бежать впереди, а то не хотели бежать впереди совсем. Так, в общем, такое было немного, знаете, все, конечно, были в шоке от коронавируса, когда это все началось. Эти какие-то локдауны, закрытия, но... Здесь, когда ты еще смотришь, что пустой порт, ты думаешь, сейчас еще и хомячка закончится, да, еды не будет, то вообще было бы весело. Так, ладно, нам спораки. Здесь мне нужно аккуратно перейти, так как здесь едут машины. Vamos, vamos. Я что-то не знаю, почему я так пошел. На самом деле, не самый логичный путь я выбрал. Я, мне кажется, рано вышел из города Сада, из этого района. Так, ну давайте, ладно, пройдем. Просто покажу вам улицы еще, да. Здесь госпиталь местный, один из. Медицина здесь в целом неплохая, то есть ничем не отличается она от материковой части. Vamos por aquí. Здесь есть такая тема, давайте поговорим немного про медицину, да, про жизнь в Испании. Есть государственная страховка, она обязательная, то есть как в большинстве стран, я думаю, мира такая существует система. То есть тебя лечит государство, но также есть и частная страховка. Я пользуюсь частной страховкой, как и многие работающие люди, в большинстве своем. Давайте будем все-таки идти по этой улице, наверное, по внутренней. Мы тоже так дойдем до парка, но так не будет шума от дороги. Большинство людей пользуются частной страховкой, и все равно при этом зачастую очень сложно попасть к врачу. Все, кто знает в Испании, меня поймут. Да, если ты хочешь даже идти по своей... Если ты идешь по государственной страховке, тебя примут, конечно, но, например, тебе нужно попасть к какому-нибудь, я не знаю, неврологу, да, или к такому специалисту, который не самый серьезный. В плане серьезный, я даже не знаю, как это сказать правильно. Ну, то есть не смертельно необходимый. Например, если у тебя обнаружили какое-то страшное заболевание, то тебя, правда, начнут сразу лечить. Вот в этом плане так оно и есть. То есть, если что-то у тебя обнаруживается, какой-нибудь там, не дай бог, рак, еще что-то, сразу ты идешь к врачу, тебя тут же начинают отправлять по врачам, по всем, что нужно, обследование, операции, там, терапии и все прочее. Но если у тебя что-то просто, например, какой-нибудь конъюнктивит, то к окулисту ты можешь попасть через, например, 2-3 недели только, если не больше. И на многие другие тоже проблемы, тоже попади к врачу. Очень сложно попасть к врачу. Знаете, я тут ходил с одной темой, не буду называть какой конкретно, но я решил записаться к врачу, ничего страшного, но надо было мне
к отоларингологу записаться. Я по моей страховке, по частной, да, которую я оплачиваю. 85 евро в месяц она оплачивается, эта страховка. Смотрю в интернете, ближайшая запись только на 25 сентября. То есть я записывался в августе. Как я уже сказал, если бы я пошел опять, ну такая, типа оторину, болит у тебя ухо, да, или что-то там, что-то не то с носом, то есть что-то не смертельное, так сказать, по крайней мере изначально, то год можно ждать, чтобы попасть к врачу. Потому что я позвонил в один госпиталь, говорю так-то так, а мне нужно к такому-то врачу. Мне говорят, на этот год, то есть звонил я в августе, на этот год нет записи к врачу. Представьте, то есть до конца года, фактически до января, записи нет на ближайшие числа января. То есть, чтобы попасть к врачу, полгода. Я сбросил, я позвонил в следующую компанию, в следующий госпиталь. Мне говорят, вы по страховке, по частной? Я говорю, да. Так, значит, что они мне сказали? Тоже, то ли на февраль, то ли еще на что-то. И я говорю, а если я приду платно? Это другой момент, когда ты идешь платно, на платную консультацию. Да, пусть у тебя и частная страховка есть, но все равно платная консультация. Ты платишь. И мне сказали, через неделю можете прийти. То есть, представьте. Вместо того, чтобы ждать полгода, если ты платишь, да, ты приходишь через, там даже можешь быть на следующий день, через 2 дня, через 3 дня. То есть очень своеобразная система, при том, что испанская медицина считается одной из самых лучших в мире. Но чтобы попасть к врачу, нужно еще постараться. В этом плане мне медицина здесь не очень нравится. Да, потому что в целом она качественная, отношение очень уважительное, хорошее, все прям так чинно, ты всегда идешь к врачу, всегда к тебе относятся хорошо так, вы знаете, с уважением везде, в принципе, куда бы ты ни шел. Я сейчас занимаюсь некоторыми моментами, бумажками кое-какими. Ой, смотрите, как красиво. Бугенвиллии цветут. И вот получается, что все уважительно, но все очень долго. Бюрократия в Испании очень сильно развита. Здесь, вы знаете, как, например, в России, там шоколадку, коробочку конфет, такое здесь не работает. Да, там или какую-то денежку. Тоже, я знаю, дают там в больницах, дают там на руку медсестре, чтобы лучше относились. Врачу, чтобы там почеловечнее отнесся. Я знаю, такая система существует во многих странах, да в целом в мире, не только, причем уж в России, в целом в мире, да, в постсоветских странах и прочих. И куда бы ты ни шел, там всегда с шоколадкой тебя примут лучше. Здесь такого нет. То есть здесь тебя просто не поймут, если ты принесешь какую-то шоколадку, какие-нибудь конфеты, типа там, вот вам к чаю, скажут, с какого перепуга, к чаю мне конфеты, да, тут такого нет. Но при этом к тебе относятся очень хорошо, цивильно. Но, и с другой стороны, и какие-то моменты иногда сложно, да? Ну, как бы, шоколадка тоже не решение проблемы, но иногда сложно, потому что ты понимаешь, что вот этот весь вся бюрократия, возьмите бумажку для получения такой же бумажки, чтобы заказать вот ту бумажку, это вот типичная Испания, типичные испанские документы. Я когда переезжал сюда по студенческой визе, оформлял документы, было сложно, но я их оформлял из России. Смотрите, вот здесь дом строят. Не строят, а реформируют, видно. Было сложно, но я их оформил. Потом, когда уже живя здесь, я оформлялся на гражданство. Это тоже было просто 7 кругов ада, реально. Потому что нужно было заказывать такой документ. Для такого документа нужно было заказать такой пароль. Я даже не буду сильно вникаться в эти моменты, но это было очень сложно. Вот прям сложно. Поэтому многие люди нанимают специально адвокатов или еще кого-то, которые им все эти дела ведут. Потому что простому смертному добиться чего-то возможно, но очень сложно. Да, вот в этот момент именно бюрократии в Испании мне не нравится. Когда у меня приходится какой-то момент решать с документами, я всегда просто ужасаюсь в этот момент, потому что знаю, через что мне будет нужно пройти. Цветет гибискус. Красивый какой. Так, боже мой, телефон нагревается. Подождите секунду. Оп, опять развернусь. Я устал перешагивать этот поводок. Луна, она вот ходит так, своеобразно. Но она идет более спокойно. Луна, у нее очень много энергии. Луна очень гиперактивна. И не знаю, что бы я ей ни делал, вот она может гулять, вы знаете, Луна, она может гулять часами. Она может бегать и бегать и бегать. И все равно у нее есть энергия. Она у нее не заканчивается. Поэтому она худая такая, как спичка. Она всегда. Но она, наоборот, такой бузевочек. Потому что она спокойная. Она достаточно медленная. И вот такая красота. Смотрите. Какие драгу растут огромные. Смотрите, бугенвиллии тоже растут. На каком-то языке говорят девушки. Vamos.
Vamos, venga. Ноа, Луна, vamos. Там было много девушек, собаки испугались их. По-моему, это был какой-то немецкий или голландский язык. Vamos, Ноа, vamos, venga. Что-то Ноа сегодня тоже странно себя ведет. Обычно она такая дружелюбная ко всем, сегодня она всех побаивается. Видимо, перегуляла она уже. Так, опять поворот. Когда я иду с двумя руками свободными, мне, конечно, проще их вести, потому что мне не надо, я просто могу руку поменять. Но когда я иду в одной руке телефон, а в другой собаке, конечно, посложнее. Сейчас я приду до парка, дам им воды, потому что они уже явно хотят пить немного. Или сейчас остановлюсь, подождите, здесь надо где-нибудь найти тенечек, чтобы... Так, давайте пойдем поверху здесь. Не знаю, насколько видео это интересное, но вот так я их веду. Вы знаете, мне кажется, у меня скоро закончится батарея. Ну, значит, закончится зарядка, я тогда с вами буду прощаться. Возможно, видео оборвется на какой-то ноте. В общем, получилась такая своеобразная прогулка. Немного мы с вами прогулялись. Вот эти малышки тоже побегали. Сегодня они своеобразно себя ведут. Мне кажется, отчасти влияет то, что я не иду на них сконцентрированный. И они это как-то чувствуют. Ну ладно. Так, нам надо еще выше подниматься здесь. Или как, мы здесь можем просто пройти? Нет, мы можем здесь пройти дальше, мне кажется. Или это вход в какое-то здание. Давайте посмотрим. Я здесь даже никогда не ходил. Посмотрим, можно ли здесь сейчас выйти на следующую улицу. Потому что некоторые улицы здесь тупиковые. Не, можно выйти. Тут пойдем, значит, дальше. Какое-то, кстати, тоже учреждение. То ли военное, то ли какое-то государственное. По-моему, это что-то связано с военными. Поэтому тоже много здесь таких всяких разных баз. Американские базы есть, военные тоже. Так как мы на таком стратегическом находимся направлении, да, между Европой и Африкой, фактически. Европейская зона считается, но смотрите, какой огромный эпипремнум. Видите, какой великан растет. Да, похож на монстеру даже, но это явно не монстера. Что-то, а может быть и монстера, кстати говоря. Не монстера, это эпипремнум такой огромный. Жалко, что разрядился телефон, смотри. 5% осталось. Не дойдем мы с вами конкретно до парка. Но вот в целом получаю, друзья, вот такая небольшая прогулка. Немного рассказал вам о моментах каких-то в Испании. Да, жизни показал собачат моих. И показал немного город-сад. Спасибо всем, кто был со мной. Дальше я буду уделять внимание моим девчонкам. Сейчас я их попою, и мы пойдем уже более быстрым шагом до парка, чтобы они могли там поноситься. Ой, все, друзья, мы подходим к парку. Я сейчас другую зарядку включил. И тут здесь мы сейчас будем гулять. Очень красивое место. Есть отель красивый очень тоже. Мы здесь сейчас зайдем. Здесь поливают. Это, кстати, нам не в тему полив сейчас. Но, может быть, мы найдем место по суше. Луна, баму. Вон они. Прибежали на свежий газон. Мокрые лапки. Сейчас нужно посмотреть. Странно поливают. Я не думал, что будут поливать в 12 часов дня. Кто додумался поливать газоны в 12 часов на самом солнцепёке? Видимо, хотят устраивать им прожарку какую-то. И ходит газонокосильщик еще. В общем, прям идеально. Все 33 удовольствия собраны. Видимо, мне сейчас придется здесь выходить и идти в другое место. У нас еще здесь один есть парк. В этом парке мы явно не останемся. Сейчас я им дам отдохнуть немного. Попьют они водички и пойду с ними в другой парк тогда. Кстати, друзья, посмотрите, какие плоды у пальмы Бисмарка. Очень красивая пальма. Смотрите, какие у нее огромные плоды здесь. Вот они, мои собачатки, ходят. Смотрите, какая роскошь. Да? Огроменные, просто как сливы какие-то. Кстати, по этому парку, по основной части, это, видите, перед отелем. Это отель, дорогой отель, называется Санта-Каталина, очень хороший отель. И перед ним есть вот такие тоже небольшие сады. Но основная часть парка у меня на канале отснята, именно прогулка по парку. Там я показываю все растения подробно. И вы знаете, я так подумал, что с девчонками мы останемся здесь. Я сейчас им сниму эту шлейку общую. Но Сыкушню свой разводит, маленькую. И мы здесь с ними, пожалуй, побудем. Я, наверное, пойду вон туда, там, где под пальмой тень. И они смогут побегать по влажному газончику, как раз лапки отдохнут от жаркой улицы, да? И буду я с ними здесь отдыхать, по всей видимости. Все, освободил я их от оков.
Здесь забор, они отсюда, то есть не выскочат никак. Я всегда их отпускаю только в таких местах, где я знаю, что будет им нормально, да, что они не смогут попасть под какую-нибудь машину или еще что-то. Здесь очень спокойно. То есть я здесь побуду, наверное, минут 20, и мы пойдем назад. Пусть они спокойно побегают, повыгуливаются, на свежем газончике понюхают. Ноа метит, как всегда, территории. Кстати, Луна никогда ничего не метит, а вот Ноа, она любит метить абсолютно все. Ох, здесь тенечки хорошо. Я сам что-то устал. Не ожидал, что будет настолько знойно. Видите, как красиво. Фикус подстрижен в форме сердца. Фикус Бенджамина. И вот здесь они две, мои маленькие кулемы, бегают. Они, кстати, вы знаете, не знают, что делать со своей свободой. Я всегда так удивляюсь. Когда я их веду по улице, они бегут и бегут и бегут. А когда они... Как она вот пописает на газон, конечно, не нужно воду лить. А когда пописает там на здание, ну, они лапку не поднимают, но если иногда писают, кстати, крайне редко они у меня писают на асфальт, да, тогда нужно обязательно лить воду. Тут на мокром газоне нет смысла. Да, Ноа, нет смысла? Ке? Вот она. Вот одна, а вот вторая. Ноа, Луна, не пачкай меня. Спачкала мне штаны. Ай, лапками своими начала на меня прыгать. Такие вот собачата. Так вот, я говорю, не знаю, что делать со своей свободой. Когда я их вот так отпускаю, у меня ведь квартирные у меня животные. Отпускаю просто вот так бегать, они вот так становятся и стоят. Но часто просто станет и стоит. Не знает, куда ей идти. Да, вроде бы побегай, порезвись. Ну, сейчас я их погоняю немного. Тут поиграю с ними на газончике. Все, друзья, мы так заканчиваем с вами нашу прогулку. Мы хорошо провели время с собачатами. Они, правда, были все грязные. В скошенной траве, в мокром газоне. Но они повеселились от души, побегали. И сейчас я записываю это завершение. Этот голос сверху уже на видео. Они лежат возле меня, сопят, уставшие, но довольные. Всем спасибо, кто был со мной. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.